Всех приветствую. Лазил на Алиэкспрессе, нашел автомобильную сигнализацию. Называется Starline B9 с GPS и с GSM. Цена оказалась очень низкой, поэтому я ее купил. Вот она на столе. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, что нам прислали. Просто завернули в какую-то бумагу, обмотали скотчем. Родная коробочка, не пострадала, вся целенькая. B9, GSM, GPS. Открытие замка, закрытие замка, запуск двигателя, остановка двигателя, открытие багажника, поиск на карте, подъем стекла, акустический поиск, защита от угона, сообщение о вскрытии, автозапуск по температуре, автозапуск по времени. Вот что здесь есть. Модель LN02. Так, давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Инструкция. Английский. Короче, все на английском языке. Вот инструкция по-русски даже есть. Есть на русском языке инструкция. Отлично. Брелок. Брелок как старлайновский. Даже серийный номер B9 есть. Обычный старлайновский брелок. Антенна. Антенна GPS-ная. Антенна в салон. Чехольчик для брелка. Датчик. Один в один старлайновский модуль. Только название ихнее китайское. Так, давайте все это сейчас разберем. Посмотрим, что внутри каждого модуля. Блин, закручено-то капитально. Болты, что ли, не по размеру. Вот такие вот тут внутренности. Здесь отверстие, наклейка заклеена. Релюшечки не подписаны никоим образом. Вот эти маленькие. Тут подписаны реле. Вот такой вот модулишка. Этот модуль опломбированный, вскрывать не буду пока. В общем, сейчас все это соберу в кучу прямо на столе. Посмотрю, работает, не работает. Брелок работает, не работает. Видит, не видит. Брелочек сейчас проверим. Батарейку вставляем. Все показывает. Кнопки работают. Так, ладно. Подключение, думаю, не ошибетесь. Вот лампочка, у меня такой разъемчик. Другое место никуда не подойдет. Кнопочка валет. Тоже свой разъемчик. Тоже в другое место никуда не подойдет. В общем, не терпится мне ее включить, пока датчик температуры не цеплял. Подкинул датчик удара. Это кнопочка, вот эту подключил. Светодиодик. Хочется уже включить, попробовать, что будет происходить. Вообще он заработает, нет. Плюс подключил вот сюда к красному. Минус сейчас. Подключим вот к этому минусу. Больше минусов не нашел. Пробуем так. О! Заработало что-то. Так, давайте попробуем. Брелок подключим, что он нам покажет. Так, попробуем закрыть. А что, связи нету, что ли?
Открыть. Ничего не происходит. Брелок, возможно, не прошитый. Давайте попробуем вот этот модуль отключить. Датчик удара уже работает. Датчик удара срабатывает. Брелка что-то он не видит пока. Прошло некоторое время. Сама встала на охрану. Не понял, когда это и как произошло. Видимо, надо подождать немножко. Машина сейчас под охраной. Сейчас попробуем ударить по датчику. Показывает, что сработал датчик удара. Заработали поворотники. Давайте откроем. Открылась машина. Так, давайте закроем. Все, закрылась. Еще раз пробуем датчик удара. Все, сразу запиликало, что сработал датчик удара. Все заморгало. Угу. По крайней мере, эти функции работают. Так, давайте будем дальше разбираться. Откроем. Уже можно попытаться разобраться, как работает GSM GPS модуль. Подключил датчик температуры двигателя. Подключается к пину, вот к этому вот, и к минусу. Чтобы посмотреть температуру двигателя, надо кратковременно 2 раза нажать на третью кнопочку. Показывает температуру 32 градуса. Давайте попробуем нагреть. Посмотрим, температура изменится, нет. Температура изменилась, уже 35 градусов. Нагрелся датчик. Все работает отличненько. На закрытом автомобиле нажали закрыть. Автомобиль закрытый. Однократно нажимаем на третью кнопочку, показывает температуру в салоне. Если нажать 2 раза, показывает температуру двигателя. То есть все функции, как положено, работают. Дальше разбираюсь с этим модулем GPS, который отсканировал этот QR-код, который на книжечке. Перешел на какой-то китайский сайт, на нем было написано Android либо iOS, нажал на Android, скачивается вот какое-то приложение, загружается. Сейчас загрузится, буду дальше смотреть, что с ним. В общем, на свой старый телефон так и не установилось приложение. Пишет синтаксическая ошибка. Все попробовал, ничего не помогает. Установилось на более новый телефон. Установилось. Просит регистрацию. Email адрес, пароль еще раз. Введите ID устройства и номер автомобиля ввести просит. Вот так вот просит зарегистрироваться. В общем, на старый Android, вот отсюда сканируйте программу, он не устанавливается. Попытался изменить файл, все равно он не работает. Установился, работать не работает. В общем, на свежий Android взял телефон, 8 Android, там все установилось, приложение запускается. Также еще нужно устанавливать сим-карту, у меня нету. Ну и пока телефона нету свежего, пока буду пользоваться сигнализацией просто с брелком. Просто брелком пока буду пользоваться. Потом, когда
Установлю все, приобрету сим-карту, приобрету телефон со свежим андроидом. Вот этим блоком буду уже пользоваться. Ну, пока покупкой доволен. Ссылочку на данную сигнализацию оставлю ниже в описании. Если вы будете покупать вот без этого блока, есть сигнализация просто с двумя брелками, там стоимость 3500. Если вы берете вот с этим блоком, тогда идет один брелочек, стоимость 4500 где-то. Ссылочку с блоком и без блока оставлю ниже в описании под видео. Если покупать отдельно вот такой блок, он стоит 3500. Если все в комплекте, 4,5. Такие вот цены. Поэтому решил взять вот с этим блоком GPS. Пусть он лучше будет, если даже не буду им пользоваться. Потом в будущем может мне пригодиться. Но пока сигнализация здесь вот на столе вполне себе работает. Установку на автомобиль буду снимать отдельным видео. На этом такая вот распаковочка, подключения завершены. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, лайк, не понравилось, дизлайк. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить, как я ее буду устанавливать, тестировать. Такая вот дешевенькая сигнализация, полноценными функциями GSM, GPS. Всем удачи!